Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор о том, какие инструкции нужны к учебнику Сорока и как ими пользоваться. Напомню, что в прошлый раз я вам говорила о методе устного опережения, о том, что нам нужна определенная последовательность действий при работе с учебником Сорока, а именно слушание, говорение, чтение и письмо. Я предлагаю посмотреть фрагменты записи своих уроков, которые я провожу в Новом Орлеане в Русском общественном центре. В руках у меня мой помощник, собачка по имени Шарик. Давайте посмотрим, как мы проводим первый этап – слушание. Шарик спит. Шарик любит спать. Шарик ест. Шарик любит есть. Шарик бежит. Шарик любит бегать. Шарик читает. Шарик любит читать. Надеюсь, вы обратили внимание, что я в этом видео показывала не только новые слова, но и старые слова. Я пыталась связать то, что ученики проходили раньше, с тем, что они будут изучать на этом уроке. После того, как они все услышали, наступает второй этап – этап говорения. Давайте послушаем, как мои ученики повторяют новые слова вслух. Любит читать, любит читать. Любит читать. Любит читать. Ага. Любит читать. Окей. После того, как они все проговорили, наступает следующий этап – чтение. Но здесь не все так просто. Мы не просто смотрим на текст, который написан в книге. Мы должны сначала его услышать. Я предлагаю включить для этого аудиозапись, потому что я берегу свой голос. Вы, надеюсь, тоже. Давайте посмотрим, как я это делаю. Учебник Сорока 1. Страница 37. Моя кошка любит играть. Это моя кошка. Ее зовут Мурка. Она любит спать, есть и играть. Это моя собака. Его зовут Шарик. Он любит гулять и бегать. Он не любит спать. Если по какой-то причине вы не можете включить запись, прочитайте текст сами, чтобы ученики послушали, как он читается. Это нужно сделать как минимум 3 раза. Даже после того, как ученики текст услышали 3 раза, не у всех получается читать одинаково хорошо. Давайте посмотрим, как читают мои ученики. Это моя кошка. Ее зовут Мурка. Она любит спать, есть и играть. Спасибо, Джордж. Давай дальше. Это моя собака. Моя собака. Моя собака. Ее зовут Шарик. Он любит гулять и бежит. Бегать. Бегать. Он не любит спать. Спать. Хорошо. Итак, мы закончили работу над 3 этапами: слушание, говорение, чтение. Наступает следующий этап, а именно письмо. Я постоянно пишу в книге для учителя, что прежде чем вы начнете работать в рабочей тетради, вам нужно проделать все упражнения устно. Но мы уже все это проделали, поэтому давайте сразу идем в книгу для учителя. И вот что выполняют мои ученики. Надеюсь, теперь вам стало понятно, как я использую метод устного опережения при работе с учебником Сорока. Если у вас остались вопросы, вы можете писать их в комментариях. Всего доброго!